Так. So, time to visit the Ascalon Club. И не говори. Сейчас мы... О, хорошо. Мне туда, я так понимаю, да? Давайте немножко пошарюсь. О. Я превращу тебя в пыль. Столько кровяки развел, ё-моё. Вот и что? You Londoners are no match for me. Хорошо. Что-то дубинка классная. Слушайте. Она и бьет так неплохо. А вот что мне дает вот это вот? Нафига мне туда забираться? Я же оттуда никуда больше не могу телепортнуться. Ох. Ах. It's locked. Что, блин, за звук? That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Откуда этот сраный звук? Вон она, ё-моё. It's locked, all right. Ой, сколько же нарать-то будет. Так, я так понимаю, меня приглашают разобраться с охотниками. Step steady, boy. Killing's all you deserve. I hear leeches. Ням-ням-ням. Слушайте, а с больших уровней падают хорошие вещи.
Угроза, которую представляют и хоры. Из всех подлых и мерзких скалей, с которыми мне приходилось сражаться, хуже всех были и хоры, или коры. Дело не в их воинских качествах, хотя они остаются сильными и опасными противниками, и не в их хитроумии. Хоры достаточно глупые и прямолинейные в достижении своих целей, всегда и везде распространяют болезни. И хор – это воплощение заразных заболеваний. Куда бы он ни пришел, там быстро появляются и распространяются болезни. Он словно ходит по земле лишь для того, чтобы распространять чуму и эпидемии. Болезни будто сочатся из самой его кожи. И хоры умные, скрытные, злобные и яростные. В бою они продолжают сражаться, даже получив много ран. Занести заразу в резервуар с водой, в зернохранилище или на банкет – вот то, что обожает и хор. Вот то, что приносит удовольствие этому зловонному, извращенному существу. Они настолько редки, что мы ничего о них не знаем. Лентяи из братства полагают, что хоры не вампиры и не скали, а нечто другое. Я знаю одно. Каждый хор должен быть уничтожен любым средствами сразу после обнаружения. Да тут даже я с вами соглашусь, знаете ли. А мне интересно, я походу иду куда нужно, а вот там что-нибудь было? Сейчас я долечу. I cannot enter. Такой же, как был этот Фергус. Ау. Так. Хорошо. Я поняла, где это. Или нет? Ну, вот особняк Эшбери и вот сразу как бы вот это вот. Чего, вы там сражаетесь, и я приду? О. Что за звук? Икон двух этих завалил. Какие вы вкусные, я не могу. Так. Блин, тут, конечно, вообще... Это же... Что это вообще? Ты чё долбишься не к себе? Карантин. Ну это понятно. А я там, кстати, видела. По-моему, это убежище. Да, это оно.
Сейчас. Секунду. Клуб вампиров. Вы думаете, что вампиры скрываются в опасных районах Лондона и живут в лачугах? Нет. Они ходят в лучшие клубы и живут в роскошных домах Вест-Энда. Мне доподлинно известно, что некоторые из них втайне, у них есть свой клуб, свои общественные деятели, им устраивают балы и приемы, их цель управлять страной и нашими судьбами. Мы должны разоблачить этих алчных врагов человечества, которые явились в наш мир, чтобы извергнуть всех нас в вечную тьму преисподней. Вы знаете их имена, но не смеете их произносить. А я это сделаю, и совсем скоро, когда весь Лондон узнает название клуба вампиров. Он про Аскалон? Типа. Хо-хо-хо. Хорошечно так. Я, кстати, совсем рядом где-то с нашей больницей. Я знаю, где я. Так. Нужно обратно выйти. Ау, пятку отбила. I can't believe I'm doing this. It's a leech! Kill it! Ау, чё, блин? Christ! He's dead! Вообще чумовой. Так, где тут трупешник? О! Господи. Угу. Да хватит. Топором просто забил до смерти. Это было неплохо. Так, я поняла, где я вышла. Прелестно. Так. Ну, чтобы вы понимали, я просвечиваю так, чтобы... Где я? Я молодец. Даже очень. Там он зверюга буйствует. Кстати, с него... Так, не надо. Волчонок. С него вроде как можно... Да, кровь. Прелестно. Для эликсиров. А мы по быстроляну перемещаемся, чтобы пройти дальше. Я, конечно, опять могу 150 раз отвлекаться на диалоги. Там я видела, появился диалог со Свонси. Возможно, еще где-нибудь с кем-нибудь. Но нет, давайте мы посмотрим, что нас ждет в Аскалоне. Главное показать, что мы их уважаем, но при этом не доверять вообще. Да что ж ты кричишь-то все, боже мой. Угу.
за странное место? Интересненько. It's locked, all right. Угу. Ну ладно. I cannot enter. Мы потом сюда сможем. Не просто же так, тут будут двери. Хорошо. Где я? Ага, я открыла... О, я помню, я здесь шарилась давеча. Наконец-то я тут смогу проходить. The West-End. Never have I felt so sad to be back home. В смысле, вернуться домой это отсюда, что ли? Burn it, boys! Оу. О, прям в лицо. Хватит. Let's pin it down! Вот так вот. Воскрешай себе здоровится. Так. Я близко, поэтому сейчас. А, вот ты, блин. Плохая идея, плохая идея, плохая идея, плохая идея. Так. Ой, давайте. Где эта сумасшедшая бабка? Она умерла? Ну ладно. Будем открывать все двери. Вот так умирают потом. Так. Давай. Где опять орёт? Я не пойму. В смысле, а чё не так-то? А, типа, понятно. Оу. Давайте я пока не буду сюда заходить. То есть там убежище мне далось, видимо, автоматически в этом районе. Да. Это было реально, я испугалась очень сильно. Вот так вот и, блин, вечно меня подлавливают. It's locked. Угу.
The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Шарлотта? Там человек же? Да. Так, давай я с тобой поговорю, хорошо? Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Кажется, подшучивать над этими молодыми иконами, это у них, блин, семейное. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbour all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West-End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well,
She got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me?
Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Да я не шутил, как бы. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Да, она явно дочка Элизабет. В этом нет никаких сомнений. Так, Шарлотта.